Приветствую всех рыбаков на нашем канале. Как всегда, я стараюсь читать все ваши комментарии. И вот начал замечать, что проскакивает такой вопрос. Вот сейчас я один из них зачитаю, который мне попался самый первый. Здравствуйте. Что сломалось, если при укладке лески шпуля не ходит вперед и назад? Ну, здесь имеется в виду, почему у нас не поднимается и не опускается шпуля, когда мы вращаем ручку катушки. Это движение отвечает за то, чтобы у нас шнур или леска не наматывались на одном и том же месте, а равномерно распределялись по всей шпуле. Я подумал и решил, что раз есть некоторое количество таких вопросов, то нет смысла каждому писать, пытаться как-то объяснить, проще один раз показать. Я, конечно, не обещаю, что благодаря этому видео вы сможете найти запчасть, которая сломалась, потому как это уже дело такое, кому как повезет, у кого какая катушка. Но благодаря этому видео вы сможете точно определить причину, почему исчезло вот это вот поступательное движение вверх-вниз. Сразу хочу сказать, что буду рассказывать максимально подробно, так как видео для самых начинающих, возможно даже для тех, кто еще ни разу не разбирал катушку, поэтому буду все показывать и рассказывать подробно. Ну а всех инженеров 6-го разряда прошу сильно не возмущаться, если вдруг какую-то запчасть я назову неправильно. Итак, поехали по порядку. Значит, шпуля катушки посажена на шток, а значит, для того, чтобы шпуля поднималась и опускалась, сам шток должен выполнять это движение. Сейчас покажу. Снимаем шпулю, и вот мы видим. Мы вращаем катушку, а шток поднимается и опускается. Если мы вращаем катушку, а шток стоит на месте, значит у нас, соответственно, какая-то неполадка. И вот мы сейчас будем определять, в чем может быть причина. Здесь снаружи, кроме штока, мы больше ничего увидеть не можем, поэтому, чтобы выявить проблему, нам необходимо добраться в основной механизм катушки. А для этого первым делом нужно снять ротор. Ротор снимается очень просто. Вначале мы снимаем вот эту звездочку. Затем нам необходимо открутить вот эту вот гайку. Но очень часто во многих катушках дополнительно гайку удерживает вот такой вот винт, чтобы в процессе рыбалки эта гайка не раскрутилась произвольно. Поэтому вначале мы откручиваем винт, если он есть. Он бывает не всегда, но зачастую он есть. Открутили винт. Теперь берем или ключ на 12, как правило, или плоскогубцы. У меня есть вот такая вот накидная головка 12 мм. И я буду откручивать таким вот образом. Накидываем головку на гайку. И ротор обычно удерживается гайкой с левой резьбой. Поэтому для того, чтобы нам ее открутить, нужно вращать по часовой стрелке. Так, как будто бы мы закручиваем. Но на самом деле эту гайку мы таким образом именно откручиваем. Освободили ротор и снимаем его. Теперь можно сразу открутить ручку. И вот у нас в руках остался основной механизм. Снимаем крышку. Для этого откручиваем все винты. Винты могут быть разной длины, поэтому стараемся запомнить, где какой. Открутил 3 винта, но у нас еще здесь есть вот такая вот декоративная крышка. Мы ее тоже откручиваем, снимаем, и под ней еще один винт. Открутили, снимаем крышку.
И вот мы добрались до основного механизма. Сейчас я приближу и покажу. У нас тут есть основная ведущая шестерня. Вот она. И сейчас попробую, так чтобы было видно на камеру, попробую продемонстрировать, как вообще работает вот этот вот механизм, который поднимает и опускает шток. У нас вращается основная шестерня, в которую вставлена ручка. Вот мы ее крутим. Это основная шестерня, а точнее нижняя ее часть, передает движение на вот эту вот шестерню. Вот она. А эта шестерня передает движение на вот эту вот деталь. Честно, не знаю, как она называется правильно. На вот эту вот деталь, в которой зафиксирован шток. Вот тут даже можно увидеть винт. К этой детали у нас вот этим винтом зафиксирован вот этот вот шток. Получается, мы вращаем, и у нас вот так вот это все происходит. Ну, я думаю, все видно. И вот теперь показываю, в чем может быть причина. Первым делом нам необходимо освободить вот эту вот главную ведущую шестерню. На разных катушках она освобождается по-разному. Например, тут какая-то вот стоит дополнительная пластмассовая деталь. Мы ее откручиваем. Но шестерня все равно не достается. Ей мешает шток. Значит, освобождаем шток. Винт открутили, шток свободно достается. И вот наша шестерня. Ага, шток надо еще дальше достать. Достал. Первым делом мы осматриваем вот эту вот шестерню, потому как чаще всего причина именно в ней. Вот эта шестерня основная поделена на две части. Вот у нас один ряд зубцов и вот тут другой ряд зубцов. Верхние вот эти зубцы, они отвечают за вращение ротора, то есть они передают вращение на ротор. А вот эта вот нижняя часть, вот эта шестерня, которая поменьше, она как раз таки вращает у нас вот эту вот шестерню, которая отвечает именно за вот эти поступательные движения штока. И очень часто у нас при каких-то нагрузках во время рыбалок ломаются данные зубцы на вот этой маленькой шестеренке. Внимательно осматриваем. Видим, что зубцы все на месте. Значит, понимаем, что у нас причина точно не в основной шестерне. Сразу ее можно отложить в сторону. Смотрим дальше. Сразу еще, тут уже хорошо видно, сразу еще об одной причине. Ну, она случается не часто, но такое бывало, я видел. Бывает, что винт, которым зафиксирован шток, бывает, что он просто откручивается. Его необходимо садить на фиксатор резьбы. Если это не сделано, то винт может просто в процессе эксплуатации открутиться. Но, как правило, это видно сразу, потому что если этот винт откручивается, у нас просто шток выпадает. Да, есть катушки, где его еще дополнительно там одна деталь удерживает, но чаще всего мы это сразу увидим, потому что если винт открутится, как я уже сказал, шток у нас или выпадет полностью, или вот так вот довольно сильно вылезет. Это вторая причина. Дальше. Берем вот эту деталь. Осматриваем ее на целостность, чтобы не было ничего здесь лопнуто и не было никаких трещин. В этой детали
у нас есть вот такой вот паз изогнутый. Смотрим, чтобы в этом пазу не было какой-то там большой выработки. Если все целое, откладываем на место. И вот еще одна довольно частая причина. На вот этой шестеренке есть такой вот выступающий пин. Назовем его так. Выступающая часть. И вот если он у нас обламывается, то у нас все шестерни вращаются нормально, но он не вращает, то есть не подает никаких движений вот этой вот детали. Потому что в этот изогнутый паз этот пин входит, и когда вращается шестеренка, благодаря этому пину на шестерне и вот этому пазу у нас эта деталь делает вот такие вот поступательные движения. Очень часто бывает, что он обламывается. Ну, или изнашивается, или обламывается. Смотрим на его целостность. Ну, и, конечно же, обязательно нужно осмотреть сами зубцы на шестерне. То есть ее желательно достать. Я сейчас этого делать не буду, это лишнее. Ее желательно достать, почистить от масла, от смазки и проверить все зубцы на целостность. Вот такие вот причины. Еще раз. Обязательно проверяем зубцы на этой шестерне. Осматриваем вот эту деталь. Потом вот этот вот выступающий пин и зубцы на вот этой шестерне. Все. В данном случае эта катушка рабочая. Здесь все на месте, ничего не сломано. И поэтому все работает. Других причин, по крайней мере, я не знаю. Я рассказал те причины, которые лично я видел. И, в принципе, это весь механизм, который отвечает за вот это движение штока. И, как я уже ранее сказал, конечно же, нет никаких гарантий, что вы именно под свою катушку найдете замену сломавшейся детали из тех, которые я только что показывал. Но, по крайней мере, вы теперь, благодаря этому видео, точно знаете, на что нужно обратить внимание и как точно определить, почему у вас может не опускаться и не подниматься шпуля. Очень надеюсь, что это видео действительно многим поможет. Большая к вам просьба, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите абсолютно любой комментарий. Тем самым вы очень сильно поможете нашему каналу, и это видео увидит как можно больше людей. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До встречи в новых видео.